Говоря о противопоказаниях, Герк заявляет, что техники из арсенала мануальной терапии по Типальдесу являются патогенетическим лечением анатомических дефектов, поэтому противопоказания к их применению являются исключительно опосредованными. Так, триггер-бенд-техника и техники исправления цилиндрических дисторсий не следует проводить в регионах, где имеет место поражение кожи. Исправление хронического триггерного тяжа у пациентов, принимающих антикоагулянты, чревато образованием гематом, что, впрочем, не должно, по мнению Георга, смущать терапевта. Также он призывает к осторожности при коррекции тектонических фиксаций у пациентов с выраженным остеопорозом. Доктор Харрер подчеркивает, что границы допустимого должны определяться индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из оценки терапевтом предполагаемых рисков и пользы. Список противопоказаний, публикуемых доктором Типальдесом, гораздо шире и категоричней. Позиция же Георга представляется откровенно опасной, ввиду того, что базовое образование значительной части его и других инструкторов Европейской ассоциации курсантов не позволяет им компетентно оценить состояние пациента и, соответственно, риски при применении той или иной техники из арсенала мануальной терапии по Типальдесу. Таким образом, проведенное терапевтом без высшего медицинского образования лечение может повлечь за собой ухудшение состояния больного, привести к судебным искам и скомпрометировать разработанный доктором Типальдесом подход в целом. Задумайтесь, как вы будете объяснять инициированной исследователем врачебной комиссии про застегивание зиплок-пакета и распутывание спутавшихся спиралей цилиндрической фасции, если вдруг что-то пойдет не так.